Друзья, всем привет! Вот вышла HyperOS 3 Global. Обзоры уже на нее повыходили, все как бы замечательно, но как бы у вас после всего этого добра остается куча вопросов. Что вообще из себя в пользовании представляет HyperOS 3 Global, насколько все это практично, ну и в принципе вообще стоит ли обновляться. И это видео как раз направлено для того, чтобы ответить на эти вопросы. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Как вы понимаете, что в зависимости от смартфона фишки, оптимизация, быстродействие и прочее будет отличаться. И если я беру во внимание Xiaomi 15, на нем, ну, как бы по-своему работает HyperOS 3 Global. И если мы возьмем условный там Redmi Note 13, то там, соответственно, HyperOS 3 Global будет работать несколько иначе. Плюс также вы еще должны понимать, что не все фишки могут быть доступны при обновлении до HyperOS 3 Global. Я имею в виду, конечно же, динамический островок. Но мы с вами еще до этого вернемся. После первого обзора на HyperOS 3 Global у вас в комментариях было очень много вопросов, да и в принципе, как бы были некоторые моментики непонятные вам по всему этому добру. Ну и давайте я постараюсь вам ответить на них в этом видеоролике. Первое, с чего я хотел бы начать, это, как знаете, такой небольшой опыт использования этой новой оболочки. В частности, что меня больше всего интересовало, конечно же, это анимации. И в принципе, как можно взаимодействовать нормально со смартфоном. Было очень много рассказано, что анимации стали крутыми, что в принципе была над ними проведена такая титаническая работа, и что мы в итоге получаем. Опять же, на примере Xiaomi 15 мне все это дело очень понравилось. Анимашки очень плавные, в принципе вы когда заходите в любое там приложение, куда-нибудь еще вы заходите, то все очень хорошо отрисовывается, быстро все отлетает, и в целом по анимациям, если у вас какой-нибудь предфлагманское или флагманское устройство, о них вообще не стоит задумываться, потому что именно разработчики на эти аппараты и сделали свой акцент. Много также было еще в комментариях таких моментов касательно сетки. Я, получается, на этом немного, ну не то чтобы тупанул, но не совсем разобрался. Вообще у нас изначально там когда-то было куча всяких вариаций этих сеток, потом их сократили, и сейчас у нас есть три основные сетки. Это 4 на 6, 4 на 7 и 5 на 9. Но если вы, допустим, не хотите ими пользоваться, скажем так, вы можете активировать панель поиска на рабочем столе, и при этом у нас с вами будет теряться стиль 4 на 7. И соответственно при активированной полосе на рабочем столе вы, получается, можете выбрать сетку рабочего стола только лишь 4 на 6 и 5 на 9. Удобно это или нет? Скорее всего, нет. То есть, если мы с вами чем-то жертвуем, то, соответственно, мы должны понимать, чем именно. В данном случае мы жертвуем с вами стилем сетки. Ну и опять же, тогда становится вопрос, а нужно ли пользоваться этим поиском на рабочем столе? И дальше мы переходим ко второму моменту, как раз к этому поиску. Это также такая фича, которая, ну, я лично ее не ожидал увидеть именно в HyperOS 3 Global, но разрабы нам это добавляют. Что из себя является этот поиск? Мы на него с вами нажимаем, тут получается, конечно же, выдаем все возможные разрешения и тому подобное, и дальше нас перекидывает вот в такую полосу, которая позволяет нам, введя какой-то запрос, выполнять навигацию и поиск по нашему смартфону. Если нам с вами этого мало, мы можем вверху нажать на AI и получить такую версию искусственного интеллекта на минималках. Эта версия очень простенькая, не стоит от нее чего-то большого ожидать. То есть, условно, там где-нибудь на уроках, в универе там или еще что-то, и как бы-то с нее списать особо не получится. То есть, нужно брать во внимание более такие матерые системы, которые как бы направлены на все это дело. Отвечая на вопрос, а полезно ли это и в принципе как часто этим можно пользоваться. Опять же, все зависит от ваших задач. Но в целом, опять же, как я уже сказал, если мы с вами жертвуем при активации этого поиска на рабочем столе чем-то, и в частности как раз стилем сетки рабочего стола, то это не совсем то, чего я лично хотел бы видеть.
Ну а мы с вами двигаем далее. Кастомизация. Вообще, как бы много было также спето всяких песенок, дифирамб касательно раздела персонализации. И вообще многие правильно в комментариях сказали, что HyperOS 3 Global это лишь только такие косметические изменения. То есть чего-то практического на повседнев мы с вами, ну кроме островка, и то, который будет не для всех аппаратов, больше ничего не получили. Что теперь касается персонализации. Ну, опять же, я как любитель что-нибудь понастраивать, что-нибудь, так знаете, приукрасить, для меня этот раздел стал не то чтобы в новинку, но он меня заинтересовал. Почему? Потому что очень гибко теперь можно настроить, в частности, рабочий стол, повыбирать разные стили, плюс можно еще активировать новый стиль часов на рабочем столе. И, кстати, очень классно смотрится. Но есть тут важный момент, что у вас должен стиль часов на экране блокировки совпадать с тем, который будет у вас на рабочем столе. И это очень важно. Всевозможные настройки шрифтов, тут цвета, там дальше эти всякие толщины шрифтов и тому подобное, все это присутствует. И да, вы сможете под себя что-то настроить. Минус, возможно, в том, что по сравнению с китайкой тут нет у нас искусственного интеллекта, который мог бы нам как-то улучшать обоины. Ну и опять же, это может, знаете, вы мне можете в комментариях сказать, оно может и не нужно глобалке, потому что как бы и того хватает, что у нас есть. Отвечая также на ваш вопрос, в чем практичность и насколько удобно, мне лично это понравилось. Выглядит это действительно как-то обновленно, свежо, потому что кастомизация, она тоже, знаете, может быть разной. Могут просто там добавить какую-нибудь картиночку, а могут вам полностью условно перерисовать раздел, и который позволит вам очень гибко настраивать свое устройство. Теперь же, что касается значков. Многие также насчет этого переживали, и тут я хотел бы ответить на некоторые моменты. Первое, размер значков на примере Xiaomi 15 остается. Если вам эти значки не нравятся, вы, получается, переходите в темы. Кстати, раньше можно было именно из настроек в темы перейти. Дальше вы внизу нажимаете на свой профиль. Конечно же, дожидаемся, пока у нас все это подгрузится. Далее значки. И тут у нас есть еще дополнительные два стиля. Это классика и безграничность. Опять же, если вам не нравится то, что по умолчанию, без проблем меняете и пользуйтесь тем, что раньше было. Опять же, насколько эта история удобна в повседневном пользовании, ну, как бы тут я уже, знаете, не то чтобы затрудняюсь вам сказать что-то конкретное, но, как по мне, компания Xiaomi решила сделать какую-то HyperOS на минималках. Ну, опять же, это лично мое мнение, вы можете с ним быть не согласны, но мне почему-то это так кажется. А по значкам в целом и общем, как уже вы заметили, можно все это поменять, и каждый под себя тут что-то интересное сможет найти. Далее, динамический островок. Ну, наверное, та самая фича, которую многие ждали, многие ее хотели увидеть. Напоминаю вам, как она будет работать. Выдаем все возможные разрешения, которые только могут быть. Далее заходим в приложение часы, активируем, соответственно, таймер, и у нас все это дело будет улетать в такую капельку, ну или же в островок. Он у нас будет непостоянным, понятное дело. Отключить его в настройках нельзя. Опять же, пока что не исключаю такого момента, что разработчики в будущем добавят какой-нибудь ползунок, но выглядит это в принципе интересно, учитывая то, что можно еще плавающие окна параллельно открывать, то так-то и общем могу вам сказать, что с этим можно поиграться. Опять же, насколько часто с этим можно поиграться, я лично затрудняюсь, потому что, опять же, мой основной смартфон, к сожалению, не Xiaomi, и на том аппарате, когда я условно там слушаю музыку, там жду доставку, когда-никогда могу заказать там, знаете, доставку, то оно удобно, и ты можешь быстро отследить. Но так, чтобы на постоянке, лишь только музыкальный сервис у меня работает. Что касательно музыкальных сервисов на примере этой прошивки. Получается, у меня здесь есть Spotify, конечно же, предустановленный. У вас может быть абсолютно любое другое приложение для прослушивания стриминговой музыки. Там платное, ломаное, вообще в принципе не имеет разницы. И что примечательно, то музыкальные приложения работают с этим островком. И что также интересно, они еще меняют цвет там в зависимости от песни. Или же там тоже в зависимости от какого-то мотива. В общем, я честно логики там не нашел, из-за чего меняется цвет. Но в общем это как бы тоже фича из китайки перекочевала. То есть насчет музыкальных приложух переживать не стоит. Насколько это удобно, опять же, лично мне как пользователю, который уже с этим динамическим островком знаком, да, прикольно. Но опять же, если
если вы не взаимодействуете с теми приложениями, которые будут вам эту информацию давать, которую необходимо отслеживать, то по факту вам эта фишка, ну, вообще не нужна, и вы ею вообще, в принципе, пользоваться не будете. А если и будете, то там раз в 100 лет, грубо говоря. И последний наш с вами момент — это стоковые приложения. Что же касается стоковых приложух, разработчики в целом тут нам пообновляли, уже я об этом неоднократно рассказывал, что там и закрепление в галерее, и новый редактор у нас фотографии появляется, и выглядит он следующим образом. Кстати, если ваш аппарат еще не обновился до HyperOS 3, уже сегодня вы можете стоковые приложухи поставить на HyperOS 2 и, возможно, на HyperOS 1 и получить вот такие виды стоковых приложений. И приложение камера обновилось с новыми водяными знаками. В общем, подведя итог по стоковым приложениям. Да, удобно, в некоторых моментах практично, и в целом тут как бы, ну, разрабы молодцы, окей, как бы скажем так, насчет них. Ну, а по всему остальному, что есть в этой оболочке, я не могу сказать, что это реально как-то катит на HyperOS 3. И теперь давайте подведем с вами итог. Стоит ли обновляться на новую HyperOS 3? Если вы преданный фанат этого бренда, если вы хотите познавать что-то новое, вы хотите попробовать новую оболочку, ну там первым, не имеет в этом разницы, то в целом вы можете обновляться. Если вы ожидали чего-то большего от этой оболочки, если ваши надежды были разрушены выходом этого обновления, то я вам пока что не рекомендую на нее переходить, потому что в целом, дабы не расстраиваться по бренду Xiaomi и оболочке HyperOS, то как бы стоит подождать, ну, наверное, более крупных каких-то обновлений, там, когда будут что-то новое добавлять. Потому что на сегодняшний день лишь только разработчики что-то причесали, что-то улучшили, ну и в принципе нам это преподали как большое такое крупное глобальное обновление HyperOS 3. Так что в любом случае вы должны анализировать информацию, комментарии, спрашивать на форумах, не стесняйтесь, потому что это ваше устройство, от этого зависит его работоспособность, во-первых, и комфорт от использования этого аппарата. Но если вы такой же гик, как и я, который любит что-то там новое узнавать, там перепрошивать и прочее, ну тогда здесь вы сами понимаете, 100% обновляться, ну а потом уже вы сами будете понимать, как откатываться, ну и тому подобное. Все полезные ссылки будут в описании под этим видеороликом, туда заглядывайте, переходите и не забывайте за нашу телегу. Подписывайтесь на нее, чтобы быть в курсе актуальных новостей по Xiaomi и HyperOS. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.